всем здравствуйте. У нас сегодня с вами четверг, а по четвергам мы читаем новость. Сегодня очень интересная новость. Я думаю, она вам тоже понравится. Есть предложение у людей, которые работают в правительстве. У них появилась идея убрать длинные новогодние праздники. Вы знаете, что в России отдыхают очень долго на Новый год с 1 по 8 или даже по 9 число. То есть минимум 8 дней каникулы, отдых. И вот в Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники. Это наша статья сегодня. Я знаю, что такие вот длинные новогодние праздники, они есть только в России. Обычно все страны отдыхают максимум 3-4 дня. В России это просто какое-то невероятное количество праздников, это очень большие выходные, и честно, что я думаю, это очень долго. 8 дней, 8 дней есть, это очень долго. Очень многие люди путешествуют, но как будет в этом году с путешествиями, мы не знаем. А так вообще, да, первоначально, когда делали эти длинные праздники, как раз и хотели отдыхать, путешествовать в другие страны. В Иране 13 дней на Новый год? Вы шутите? Скажите, что вы шутите. 13 дней – это новогодние праздники. Я была уверена, что в России самые-самые долгие новогодние праздники. Напишите, так это правда? 13 дней? Тогда нет, тогда я беру свои слова обратно. В России мы отдыхаем чуть-чуть. Конечно. Тогда я понимаю. Нет, я просто думаю, что 8 дней ничего не делать и просто сидеть дома, особенно когда зима, холодно, это правда, 13 дней. Я так и не поняла, что правда. Правда, что очень трудно сидеть долго во время праздников, или правда, что в Иране 13 дней? Обязательно напишите мне, или я не буду спать сегодня ночью, буду все искать. Так, идем. Итак, вот об этой новости мы с вами будем читать. Почему у правительства, у людей, которые находятся наверху, почему у них появилась такая идея, хотя именно они сделали такие длинные праздники раньше. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение сенатора Андрея Кутепова сократить количество новогодних праздников в 2021 году, чтобы компенсировать объявленные из-за эпидемии коронавируса нерабочие дни. Итак, пресс-секретарь российского президента, то есть это человек, который работает с медиа, Дмитрий Песков, очень известный человек в России, и вот он сказал свои комментарии о предложении, то, что идея, которую сказал сенатор Андрей Кутепов, чтобы новогодние праздники в 2021 году, в следующем году, были меньше. Почему? Потому что в этом году, в 2020 году, из-за пандемии, из-за эпидемии коронавируса очень много выходных дней. Но это я вам специально хотела показать из законодательства. Специально нашла в интернете, это не в статье, какие были выходные дни в России.
помимо обычных. То есть были обычные новогодние праздники, потом после, новогодние праздники с 1 по 9 января в этом году, в этом году начинали работать 9 января. Потом в феврале у нас 23 февраля, выходной день. Потом 8 марта, выходной день. А потом начался коронавирус. И когда с 30 марта по 3 апреля президент объявил нерабочие дни. Да, это была такая первая неделя. Это были нерабочие дни, но работодатель, то есть компания, где работают люди, она должна была платить зарплату за выходные дни своих сотрудников. Вот мы их в России их называют нерабочие оплачиваемые дни. Для бизнеса это очень трудное время. Это очень непонятные нерабочие дни. Для обычных людей, может быть, это был кайф, но отдыхали не все. Я даже, честно, среди моих знакомых, среди моих друзей никто не отдыхал в эти дни. То есть это были обычные рабочие дни, только дома. Первая такая неделя была с 30 марта по 3 апреля, а потом вообще весь апрель, с 4 до 30 апреля тоже нерабочие оплачиваемые дни. Плюс еще майские праздники, это по традиции всегда было, с 1 по 4 мая выходные, потом мы работали 5, 6, 7, 8, 9 был тоже выходной день, мог быть 9, 10, в этом году с 1 по 11 мая как раз же из-за эпидемии. То есть 6, 7, 8 мая, когда обычно русские работали, россияне работали, в этом году тоже отдыхали. И здесь получается, что это правительство, это президент России сделал очень много нерабочих дней, но эти нерабочие дни люди получали зарплату за эти дни. То есть это был такой непонятный отпуск. Еще будут выходные. На следующей неделе, 24 июня, будет тоже выходной день в России. Это середина недели, это среда, насколько я помню. Почему? Я вам еще скажу сегодня. Потом будет 1 июля, тоже нерабочий день. Вам интересно, наверное, почему так много нерабочих дней, если сейчас уже практически во всей России закончилась изоляция, закончился, так скажем, карантин, но будут выходные дни. Это очень интересный вопрос, мы с вами тоже сегодня поговорим. И в этом году получается, что вообще русские очень много отдыхают, и мы сами в шоке. Сами не понимаем, то есть вроде бы это не рабочие дни, но мы сидим дома, и онлайн-работа все еще есть. Даже не только, то есть работают не только врачи, которые врачи или продавцы в магазинах, нет, работают все, в основном большинство работают, но только дома. Я честно, еще раз скажу, что я не знаю, кто не работал в нерабочие оплачиваемые дни. Все вроде работали. Так, читаем дальше. Мы знаем, что каждый год в разных проявлениях дискуссия осуществляется на эту тему. Но, тем не менее, есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим, заявил он журналистам. Напомню, он это пресс-секретарь Дмитрий Песков. Так, что он говорит? Каждый год в России говорят
об отмене, чтобы сделать меньше новогодние праздники. То есть эта дискуссия проходит каждый год в разных вариантах. Я понимаю, что разные варианты – это разные причины, reasons. Почему? В этом году, потому что, то есть в 2021 году, потому что в 2020 пандемия, и люди и так много отдыхали. Но устоявшаяся практика, то есть это привычка уже, как говорит пресс-секретарь, это просто уже привычка, и над этой привычкой сейчас идет работа. Ранее Кутепов направил в Минтруд законопроект о сокращении следующих новогодних каникул до 3 дней с 1 по 3 января. Свою инициативу он мотивировал тем, что из-за COVID-19, а также с учетом 1 июля, когда пройдет голосование по поправкам в Конституцию, и дня проведения парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, выходных в этом году будет 120 вместо 118, а дополнительных нерабочих дней 27. Ну, еще, может быть, конец, еще раз с вами прочитаем. Так, Андрей Кутепов – это тот человек, который предложил эту идею, то есть это его идея, это еще только проект, это еще не официальный закон, не реальный, в Минтруд. Что такое Минтруд? Министерство труда, то, которое следит, как работают россияне. И Кутепов, этот человек, он просил сделать меньше новогодних праздничных дней, не 8, а только 3. Почему? Потому что его мотивировка, то есть его причины. Потому что из-за пандемии, из-за коронавируса много и так нерабочих дней, сразу скажу, нерабочих дней, плюс, да, с учетом, то есть с учетом это еще плюс 1 июля, вот это то, что я вам говорила, 1 июля мы тоже будем отдыхать, не работать. Почему? Потому что будет голосование по поправкам в Конституцию. То есть это такой вариант выборов, когда мы будем выбирать, меняем мы Конституцию или не меняем Конституцию. Но, например, в Москве сейчас интенсивно говорят о том, что голосование это будет онлайн, не офлайн. И я думаю, это неплохой вариант, да, онлайн-голосование. Вообще, можно сказать, зачем голосование? Ну ладно, если голосование все-таки будет, а оно будет, то в Москве есть вариант, что голосование будет онлайн, потому что в Москве очень много людей болеют, и очень много людей каждый день новые больные, то есть заболевают еще. Это первое, то есть 1 июля мы тоже будем отдыхать. А также будем отдыхать на следующей неделе, это 24 июня, это среда. Почему? Потому что будет парад Победы в Москве и в других важных городах. То есть это в городах-героях. Город-герой – это город, в котором были очень трудные сражения, трудные битвы во время Второй мировой войны. Итак, парад Победы. Помните, мы с вами читали новость, то, что в этом году парад Победы что его отменили. 9 мая не было парада Победы. Почему? Потому что у нас была самоизоляция.
Но тогда президент России сказал, что парад Победы будет, но не в мае, а потом. И вот парад Победы будет 24 июня. Многие жители Москвы не понимают, зачем делать парад Победы. Но он будет. Уже сейчас идут интенсивные репетиции, и из-за этих репетиций в Москве пробки еще больше. Так, и в связи с этим всего у нас получилось выходных дней 120 в этом году. Это сейчас уже даже те, которые в будущем, да, но мы понимаем, что может быть будет еще вторая волна коронавируса, да, еще люди будут заболевать, может быть осенью снова будет изоляция, и выходных дней будет еще больше. И вот такой вариант предложил сенатор Андрей Кутепов. Что у нас дальше? В Минтруде, да, то есть обычно 118 выходных дней вместе с субботой и воскресеньями. Это не только праздничные дни, то есть это все выходные дни. Это и суббота, и воскресенье, и праздники. И плюс в этом году дополнительные нерабочие дни, их 27. Это вот как раз те, которые попросил сделать президент России. Читаем. В Минтруде сообщили, что получили документ. При этом в министерстве напомнили, что январские праздничные дни определяет Трудовой кодекс, а любые изменения в него должны обсуждаться с социальными партнерами. Это работодателями и сотрудниками. Итак, Министерство труда, да, то, которое отвечает за сферу, за область работы, за профессиональную деятельность, за профессиональную работу всех россиян, они сказали, что получили документ, то есть то, что им принес сенатор Андрей Кутепов, у них есть, они это знают. Но они не могут взять и сказать: хорошо, праздничные дни на Новый год вы отдыхаете не 8 дней, а отдыхаете только 3 дня. Почему? Первое, потому что есть Трудовой кодекс, и в Трудовом кодексе написано, сколько и когда отдыхают россияне. Второе, эту идею нужно обсуждать, то есть говорить об этой идее с социальными партнерами. Это работодатели, то есть это директора, это кто дает работу, работа дать, работодатели. И сотрудники, то есть люди, которые работают в компаниях, офисах и так далее. Так, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, в свою очередь, заявил РИА Новости, что объединение не поддерживает предложение Кутепова. По его словам, это нарушает права работников и не компенсирует 3 месяца простоя экономики. Сенатор Сергей Калашников также раскритиковал предложение своего коллеги, подчеркнув, что лишить людей новогодних каникул было бы несправедливо. Итак, у нас в России есть Федерация независимых профсоюзов России. То есть это те люди, которые, это организация, которая занимается правами, rights, правами работников, рабочих, тех людей, кто работает. И вот это главный человек в этой организации, Михаил Шмаков, он сказал, что организация не согласна, не поддерживает идею Кутепова, идею сенатора.
Почему? Потому что эта идея нарушает права работников. Violates their rights. И она не компенсирует тишины в экономике, да, вот этой паузы в экономике, когда не работали люди, не работал бизнес, и все было не очень хорошо. Сенатор, он сказал, что сенатор, это уже другой, Сергей Калашников, тоже сказал, что это нехорошая идея, то есть раскритиковал, то есть критика, все очень плохо. И сказал, что это будет нечестно или несправедливо, что у людей не будет новогодних праздников. И я вам специально даже привела вариант, это именно в новости, которую мы с вами читали. В этой новости тоже есть такой маленький тест для всех, кто прочитает эту статью. То есть вы поддерживаете, то есть вы соглашаетесь, вы принимаете это предложение, эту идею, чтобы новогодних праздников, новогодних каникул было меньше. И 3 варианта ответа. Да, то есть это справедливо, это хорошо. Против, нет. И мне без разницы, то есть делайте, что хотите. 3 вариант это такой: делайте, что вы хотите. Мне не важно, без разницы, это не важно. Я тоже сделала специально этот тест, такой маленький тест, и для меня было очень интересны ответы. Я думаю, что вам тоже очень интересно узнать, какие же ответы давали люди, которые читали эту статью. Как вы думаете, какой вариант был лидером? И люди были против. То есть люди сказали: нет, мы хотим, чтобы новогодние праздники были длинные. Я не буду говорить, какой мой ответ. Надеюсь, вы догадываетесь, какой был мой ответ. И закончим. Из-за распространения коронавируса и неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки ранее Владимир Путин установил нерабочие дни с сохранением зарплаты с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Позже он продлил этот режим до 30 апреля. Также выходными были объявлены 6, 7 и 8 мая. Это то, что я вам говорила, что Владимир Путин специально издал указы, да, то есть это не закон, это указ, то, что президент говорит, нужно делать. Было 3 указа. Первый указ, то, что с 30 марта по 3 апреля, то есть всего неделя. Второй указ, то, что весь апрель не рабочий, но зарплата есть. И 3 указ, что между майскими праздниками, это 6, 7, 8 мая, тоже будут нерабочими днями. То есть эти 3 указа как раз и увеличили нерабочие дни. Но важно, что все указы президента, они говорили, то есть в этих указах нерабочие дни, но с зарплатой. Это не полноценные выходные, когда люди не получали зарплату. Еще раз покажу, какой вариант выбирали люди, которые читали эту статью. Я предполагаю, я думаю, что большинство людей, кто читал эту статью, это те же люди, то есть это граждане России, это россияне, которые живут, работают в России, и они против. Здесь вы мне пишете, что тоже думаете, что я против ответила. Нет, я, если честно, думаю, что это хорошая идея, что новогодние праздники, сделать их
маленькими, я думаю, это хорошая идея. Я не могу так долго отдыхать, то есть с первого отдыхаем мы практически 10 дней, это очень трудно. Потом, после 10 дней, очень трудно снова возвращаться к работе. Поэтому мне этот законопроект нравится, но неизвестно, примут его, будет он или нет. Этого мы не знаем. Вот такую новость мы с вами сегодня прочитали.